Привет, друзья! На нашей планете много необычных мест, где можно найти как тысячи неприметных локаций, так и места, при виде которых отпадает челюсть. И иногда довольно нелегко поверить, что это действительно земной пейзаж, а не компьютерная графика. С вами Топ Смайлз, и в этом выпуске я покажу вам самые красивые места на планете, которые вам наверняка понравятся. Поехали! Белоснежные дюны в национальном парке Ленсойс-Мараньенсес, Бразилия. Одной из главных достопримечательностей Северной Бразилии является национальный парк Ленсойс-Мараньенсес, который можно смело отнести к числу самых загадочных мест на нашей планете. Его название с португальского переводится как «простыни Мараньенсеса» и чрезвычайно точно описывает самобытность местного ландшафта. Он представляет собой не просто обыкновенную пустыню, а живописнейшие песчаные дюны высотой до 40 метров, впадины между которыми в сезон дождей становятся пресноводными озерами-лагунами, с бирюзовой, зеленоватой и кристально-голубой водой. Сформированный таким образом пейзаж представляется чем-то совершенно фантастическим и неземным, ведь создавался он тысячелетиями под воздействием ветров, дующих с побережья Атлантического океана. Дюны простираются вдоль берега на 43 километра и уходят вглубь Бразилии еще на 50, занимая общую площадь около 1500 квадратных километров. После прекращения дождей, которые обильно идут здесь с марта по июль, вода из озер полностью испаряется. И до сих пор остается неразгаданной загадкой то, куда исчезает рыба, крабы и всякая живность, когда пересыхают озера. И самое главное, откуда она вновь здесь берется. С высоты птичьего полета, парк напоминает гигантское пульсирующее одеяло, которое движется по направлению ветра. И получается фантастический пейзаж, равного которому нет нигде в мире. Пещера Шанонг, Вьетнам. Она является самой большой пещерой на планете и главным символом национального парка Фог Ньяки Банг, расположенного в 500 километрах к югу от Ханоя. Ее размеры действительно огромны. Высота достигает около 200 метров, ширина 150, а длина же превышает отметку в целых 5 километров. Но несмотря на свой почетный статус, о гигантской пещере жители окрестных деревень узнали лишь в 1991 году, а остальной мир так вообще в 2009, после экспедиции спелеологов из Великобритании. Так что неудивительно, что ее подземные ходы только в начальной стадии исследования. На вьетнамском языке «Шанонг» переводится как «пещера горной реки», что в полной мере соответствует действительности. Она возникла в результате процессов продолжительного разрушения известняковой породы водными потоками около 5 миллионов лет назад. И сегодня, под каменными сводами, продолжает прокладывать свой путь подземная река, которая во время сезона дождей стремительно заполняет практически все пустоты. Здесь потрясающе изолированный подземный мир с особым микроклиматом и даже настоящими облаками, которые образуются из-за большого перепада температур. Две огромные дыры в земной поверхности позволяют свету освещать некоторые части Шанонга, благодаря чему здесь растут джунгли с полноценными деревьями, в кронах которых обитают редкие виды птиц и летучих мышей. Озеро Када, США. Озеро Када, расположенное на востоке штата Техас, на границе с Луизианой в США, является удивительным и загадочным местом, в котором произрастают довольно странные растения, похожие на доисторические. В основном это величественные кипариссы, которые являются к тому же самыми большими на планете. Высота некоторых превышает 50 метров, а возраст самых старых экземпляров доходит до 700 лет. Образовалось оно совершенно случайно, в начале 19 века. Когда-то на месте нынешнего озера протекала река Ред-Ривер, в которую местные жители в огромных количествах сбрасывали самые разные отходы. Живущие в реке бобры построили из этого мусора плотину, которая со временем полностью перекрыла течение, а на месте стремительной реки образовалось большое красивое озеро с особенной фауной. Его глубина в среднем составляет от 2 до 3 метров, при площади водоема около 106 квадратных километров, причем вода здесь удивительно чистая и прозрачная. На озере кроме кипарисов произрастают редкие индийские лотосы и кувшинки, любоваться красотой которых можно бесконечно.
Свое нынешнее название это чудо света получило в честь индейского племени, которое проживало в этих местах до 1835 года. Сегодня же удивительный водоем – это важная природная достопримечательность, охраняемая государством, которое стало домом более чем для 200 видов птиц и довольно редких животных. Отправляться на прогулку вдоль берега озера туристам следует только в сопровождении проводника, ведь в противном случае велика вероятность заблудиться в хитросплетении небольших заливов и непроходимых кипарисовых лесов. Каменные грибы в Каппадокии, Турция. Каменные грибы в местечке под названием Пашибагалары – это один из самых ярких шедевров, выполненных природой в Каппадокии. По-научному они называются перибаджалары, что в переводе означает как каменные феи. И в этом удивительном месте они являются самыми высокими в мире, с плотными серыми ножками и темными конусообразными шляпками. Стоят перибаджалары как поодиночке, так и дружными рядами, плотно прижавшись своими основаниями друг к другу. Загадка причудливых геологических образований кроется в истории их творения. 60 миллионов лет назад Каппадокия была регионом активных вулканов, которые не скупясь выбрасывали в небеса миллионы тонн пепла и лавы. Со временем же пепел превратился в туф, а лава – в базальт, который впоследствии покрыл тонким слоем мягкую туфовую породу. Временами толщина этого слоя достигала более 100 метров, и благодаря резко-континентальному климату Каппадокии, жарким сухим летом и холодной снежной зимой, в горных породах образовывались трещины, и вулканическое плато стало размываться водопотоками. Вода и лед способствовали разрушению скал, в результате чего мощная толща вулканических пород оказалась прорезанной многочисленными долинами, глубиной несколько сотен метров. Эти каменные феи, или же каменные грибы, являются самой узнаваемой визитной карточкой Каппадокии. Это место не пропускает ни одна туристическая группа, и ежедневно сюда съезжаются сотни, а то и тысячи туристов. Озеро Утренней Славы, США. На территории Северной Америки, в огромном Йеллоустонском парке, который занимает целых 3 штата – Монтана, Вайоминг и Айдахо, есть необычное озеро, которое просто завораживает туристов своим необыкновенным видом. Это потрясающее место называется озеро Утренней Славы, и необычно оно тем, что периодически меняет цвет подобно хамелеону. Время от времени оно становится лиловым, потом бирюзовым, может стать зеленым с оранжевым оттенком вокруг, и смотрится это все необычайно красиво. Несмотря на свой небольшой размер, оно имеет довольно внушительную глубину, более 2200 метров, и это одна из самых лучших достопримечательностей Йеллоустонского парка, к которому приезжает огромное количество туристов. И действительно, представьте себе горячий источник, из которого постоянно идет горячий пар, и временами меняет цвет в зависимости от температуры воды. Объясняется это тем, что в водоеме живет огромное количество различных бактерий, которые меняют его цвет в зависимости от настроения и температуры. Во время землетрясений или извержений ближайших вулканов, озеро кипит подобно гейзеру, а иногда и взрывается. Правда, происходит это очень редко. Красивое название ему в 1983 году подарила Элизабет МакГоуэн, супруга помощника управляющего национальным парком. Она назвала его конвалатус, или цветок утренней славы, в честь причудливого скрученного цветка ярко-голубого цвета. Мостовая гигантов, Северная Ирландия. Это необычное место у городка Бушнеллс, которое называется мостовой гигантов, или же тропой великанов, заслуженно считается самой популярной туристической достопримечательностью Северной Ирландии. Побережье в этом районе выглядит так, как будто чьи-то могучие руки вбили впритык друг к другу множество длинных шестигранных свай правильной формы, уходящих прямо в море на целых 150 метров, и напоминающих оригинальную дамбу. Диаметр каждой из ее колонн составляет порядка 1,5 метров, и по разным оценкам, их здесь насчитывается более 40 тысяч штук. Согласно местным поверьям, строителем необычной тропы был великий воин-великан Финн Маккул, который собирался сразиться с морским чудовищем, которое обитало в прибрежных водах Шотландии. Да вот только герой не хотел замочить ноги, поэтому и решил построить к дому противника своеобразный мост. В итоге все закончилось тем, что чудовище, прознав о планах героя, частично разрушило переправу, поэтому дорога гигантов так никуда и не ведет.
Современные ученые же объясняют появление ирландского природного чуда сильнейшим извержением вулкана, которое произошло более 50 миллионов лет назад, в период Палеогена. В наши дни мостовая гигантов признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и является самым посещаемым объектом Северной Ирландии. Перуанские радужные горы. На территории государства Перу, буквально в 100 километрах от города Куско, находится одна из наиболее необыкновенных природных достопримечательностей в мире – Перуанские радужные горы. О существовании этого чуда света стало известно совсем недавно, так как ранее, по словам местных жителей, на вершине лежал снег, который под влиянием глобального потепления начал таять, и горы приобрели именно тот вид, который имеют сейчас. Цветные слои сформировались миллионы лет назад из красного песчаника, который под воздействием климатических условий, подземных вод и примесей минералов окрасился в желтый и зеленый, голубоватый и белый, и другие цвета радуги. Местные же власти даже успели выдать разрешение на добычу здесь полезных ископаемых. Но после поднявшейся волны протестов, добывающая компания отказалась от концессии. Первые туристы побывали здесь лишь в 2016 году, однако место очень быстро приобрело популярность, как среди путешественников, так и среди местных жителей. Полюбоваться чудными горами, а заодно величественным ледником Аусангата, можно с высоты целых 5200 метров над уровнем моря, среди снежных вершин и бирюзовых лагун. А самым лучшим временем для посещения этих удивительных мест считается август, когда горы приобретают особенно яркие цвета. Пещера кристаллов Найка, Мексика. Пещера Куэва де лос Кристалес, расположенная на глубине 300 метров под городом Найка, в штате Чуваува, в Мексике, уникальна огромными прозрачными кристаллами, достигающими 11 метров в высоту. Похожая на лабиринт, подземная полость была затоплена водой в течение нескольких сотен тысяч лет. За это время в воде, насыщенной минеральными веществами, сформировались крупнейшие в мире кристаллы естественного происхождения, состоящие из селенита, одной из разновидностей гипса. Пещера с кристаллами, похожими на лучи, была обнаружена в 2000 году братьями-шахтерами Санчес, которые прокладывали свой тоннель для шахтового комплекса. Из полости, расположенной на глубине в 300 метров, постепенно была откачана вода, а уже в 2006 был запущен специальный проект, цель которого оградить этот уникальный природный объект от вредного воздействия окружающей среды. Вход в пещеру для туристов строго-настрого запрещен, из-за высокой температуры, влажности и высокого содержания сероводорода, а также в связи с хрупкостью кристаллов, и эти факторы делают ее непригодной для туризма. Температура воздуха внутри достигает в среднем около 58 градусов по Цельсию, при влажности воздуха более 90%, что превращает ее в адскую сауну. Находиться в таких условиях больше 10 минут можно только в специальных костюмах, охлаждающих тело и вдыхаемый воздух. Наибольший из найденных кристаллов имеет размер 11 метров в длину и 4 метра в диаметре, при массе в 55 тонн. Друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, так я пойму, что старался не зря, и продолжу радовать вас всякими интересностями. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи!